Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем знакомство с первыми страницами учебника «Сорока». И сейчас у нас в очередь страница номер 2. Когда мы открываем учебник на странице номер 2, мы видим русский алфавит. Не надо ничего учить наизусть. Давайте по порядку. Давайте сначала рассмотрим эту страницу. Давайте посмотрим на буквы, и, может быть, мы найдем среди них своих знакомых. Давайте посмотрим на буквы А, Е, У, О. Теперь на буквы М, Н, К, Р. Мне хочется, чтобы ваши ученики убедились, что в русском языке есть буквы, чтобы они обрадовались так, как будто бы они увидели старых знакомых. На самом деле так и есть, они увидели знакомые буквы в том месте, где они совершенно этого не ожидали, в русском алфавите. Теперь давайте посмотрим на те буквы, которые есть только в русском алфавите, и которые иногда детям сложно воспринимать. Мы эти буквы посмотрим, мы задержим на них немного свое внимание. Ну все, буквы рассмотрели, теперь можно послушать аудиозапись. У нас есть специальное аудио, где дикторы читают алфавит. Сначала мы просто послушали, показали буквы, потом можно повторить за дикторами несколько раз. Это нужно просто, чтобы познакомиться, чтобы услышать, как эти буквы называются. Опять же, повторяю, ничего учить наизусть пока не надо. Теперь можно сделать следующее задание. Можно написать имена ваших родственников, знакомых, друзей, одноклассников, но написать их по-русски. И так и говорим. Мы сегодня пишем имя брата. По-русски это будет так. И пишем Джордж. Теперь мы напишем имя бабушки. По-русски это будет выглядеть так. И пишем Бетти. Что мы делаем дальше? Дальше мы пишем 3 или 5 вот таких имен. После этого вы называете имя и показываете, как оно написано. Ну и в самом конце уже можно просто называть имя, а ребенок вам сам покажет, где оно написано. Мы подошли к самому важному этапу такому. Нужно написать имя вашего ученика по-русски. Напишите его по-русски, чтобы ребенок посмотрел, полюбовался, как это выглядит, чтобы он смог потом сам скопировать это имя и, например, подписать свой учебник, или, например, рабочую тетрадь, или вообще просто на картинке, на какой-то странице написать свое имя русскими буквами. Я думаю, что он очень обрадуется этому, такой возможности. После этого можно сделать задание на странице номер 2 в рабочей тетради. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Здесь, наверное, еще не надо читать имена. Давайте просто сравнивать знаки, то есть мы возьмем эти имена, написанные в учебнике, и сравним с теми, что у нас написано на странице в рабочей тетради, и проанализируем знаки, как они выглядят и каких знаков не хватает. Давайте абстрагируемся от их значения, а просто будем заниматься знаками. Напомню, что обучение у нас идет по карточкам. Мы читаем слово целиком или мы читаем слоги. Мы читаем только те слова, которые проходим или которые уже изучили. Мы читаем 10 минут на каждом уроке. Обычно я начинаю учить читать детей со словом «мама». Но почему это слово? Потому что мои американские ученики это слово знают, оно также звучит по-английски, во-первых. Во-вторых, они знают буквы, все буквы им знакомы. И когда я говорю им, сейчас мы будем читать по-русски, я показываю эту карточку, все ее читают. И сами удивляются, как так, мы еще по-русски читать не умеем, а уже вот целое слово прочитали. И это здорово, потому что самое главное – это ощущение того, что читать по-русски на самом деле легко. И это правда, читать по-русски легко. Но параллельно с чтением по карточке мы делаем упражнения на запоминание букв, какие буквы в этом слове. У нас для этого есть игра, которая называется «Крокодил». Это аналог виселицы, но я убрала слово «виселица», чтобы не вызывать негативных никаких эмоций. И у нас есть, например, игра «Гонки за буквами». У нас много игр в «Сороке 1». Посмотрите книгу для учителя. Надеюсь, что я вам все рассказала, но если у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите их в комментариях. Всего хорошего, до свидания.